Иногда хочется просто расслабиться и насладиться прекрасным временем за просмотром любимого мультсериала. Жаль только, что это время однажды закончится. Но благо сейчас у нас есть время обсудить новый 19-й эпизод 6-го сезона Леди Баг и Суперкота под названием «Регенерация». Поистине душевный, кинематографичный, трогательный, поучительный и грустный эпизод, в котором вы 100% пропустили важнейшую деталь. 6-й сезон шоу не перестает удивлять, а также не перестает кормить новой порцией эмоционального стекла. Что не новый эпизод, так слезы, слезы и еще раз слезы. Но мы готовы к этому разговору, и нам нужно серьезно поговорить. Большая благодарность всем подписчикам Boosty, в особенности этим убер-хранителям нервных клеток Лайра Мираculous. Ну а мы начинаем. Ведь пока в нашей груди бьется сердце, мы всегда можем начать. Наш любимый анимационный сериал уже не раз поднимал тему смерти, но никогда так глубоко ее не раскрывал. Это стало очень неожиданно. Обычный эпизод ничего особого не предвещает, но мы снова и в последний раз встречаемся с Роландом Дюпеном. Недавно я особо пристально пересматривал 3-й эпизод 3-го сезона, во время работы над полным разбором этого сезона, который, к слову, уже доступен на моем канале. И в ходе просмотра этого эпизода смог вновь, спустя несколько лет, впервые познакомиться с этим персонажем. Его появления в сериале были редкие, и можно даже сказать не особо яркие, но смотря на весь его жизненный путь, что нам показывают авторы, данный персонаж оставляет только теплые впечатления. Несмотря на свою ненависть ко всему новому и современному, он принял новую внучку в свое сердце, дал возможность семье быть ближе и наслаждаться этими мгновениями. Но рано или поздно нужно отпустить эту жизнь. Тема принятия смерти — это то, что многие авторы не решаются затрагивать в своих даже взрослых историях. Но 6-й сезон Леди Баг не перестает удивлять. На протяжении этого эпизода ни Джина, ни Маринет не готовы принимать эту горькую правду. Маринет не готова к тому, что ее жизнь изменится так. Это невероятно круто передали авторы через режиссерскую работу. В первой сцене общения между Джиной и Роландом мы помимо их диалога не слышим никаких звуков. Даже с очень завуалированными диалогами мы можем понять, что он принимает свою судьбу и знает, что скоро конец. После этого он лично хочет поговорить с Маринет, но для таких тем никогда невозможно подобрать правильные слова. Маринет хочет как можно скорее, спеша, не обращая на время, что течет вокруг нее, уйти и провести приятное время с Адрианом, с которым их жизнь, путь и время только начинаются. Но слова ее дедушки дают ей возможность остановиться и задуматься, осознать, что она не успела еще насладиться времяпровождением с родным человеком, этим местом, этими моментами жизни, которые должны их ожидать. Невероятно красиво авторы передали эту панику, боль и отчаяние внутри Маринет. Наверное, это одна из лучших режиссерских работ во всем мультсериале. Поистине потрясающая сцена, для которой была написана особенная музыка, выполненная в классическом драматическом стиле. Боль в душе Маринет согревает Адриан своими теплыми и искренними словами. Кому как не ему знать, каково это терять близких людей. Он говорит простые, но очень важные слова. Грусть пройдет. Останутся лишь самые важные воспоминания с этим человеком. Больно только осознавать, что Адриан принял ложь об его отце, подготовил свое сердце помнить лишь теплые моменты с отцом, только для того, чтобы это все было разрушено в будущем. Но Адриана это лишь ожидает в будущем, а Роланд готов принять конец сейчас. И рад, что смог прожить жизнь такой, какая она была. Несмотря на то, что аккуматизированная Джина вернула ему молодость, дала шанс прожить жизнь заново, точка уже стоит. Эту правду понимает для себя и Джина, и Маринет, принимая последний подарок от своего дедушки, закваску, особый секретный ингредиент, который дает их семейному хлебу особый вкус уже много веков. И именно Маринет он его отдает, а не своему сыну. Но для нас это явный посыл. Роланд полностью принял Маринет как свое потомство, как свою внучку, как ту Дюпенчен, которой он гордится, в которой он не был никогда разочарован. В последний свой день рождения он насладился прекрасным временем вокруг своей семьи, пока его ретро-пластинка не затихла навсегда. Спасибо Miraculous за очередное важное напоминание. Всегда ценить то время, что у нас есть. Особенно если вас окружают близкие и дорогие люди. Ведь каждому из нас дано жить на этой земле, пройти свой жизненный путь, сделать правильное решение, но всегда всех нас в конце ждет тот самый конец. И это неплохо. Ведь проживая эту суетную жизнь, Джина вспоминает не панковские свои истории, походы на концерты и тусовки, а то, как росла маленькая Маринет и ее маленький Том, жалея лишь о том, что не смогла приобрести побольше воспоминаний со своими любимыми. В какой-то момент я даже разозлился, что в такой важный эмоциональный момент Хризалис врывается со своими аккуматизациями на почве негативных эмоций, но тех эмоций, которые должна была пережить Джина. И события серии и ее аккуматизация лишь помогли ей быстрее понять, или точнее отпустить прошлое,
прошлое и по-другому посмотреть на свое будущее с теми самыми мышками, что когда-то Роланду помогали печь лучший хлеб в Париже. Теперь лучший хлеб в Париже, созданный союзом Маринет и Роланда, украшает витрину пекарни Дюпенченов, как и фотка Маринет с ее бабушкой и дедушкой украшают экран ее рабочего стола. Вместо фоточек влюбленного там теперь красуется теплое и важное воспоминание, которое больше никогда не повторится. Ладно, я согласен, это уж слишком все грустно и депрессивно звучит. После этой серии я понял, что в целом 6-й сезон любит доводить нас до слез. Все последние серии Маринет бесконечно плачут. Я понимаю, что мы хотели получить более взрослый мультсериал, но это не значит, что я должен каждую новую серию плакать. А ведь это еще не конец. Авторы решили развязать себе руки и показать, на что способен мир Miraculous. Но я очень надеюсь, что в будущем нас будут ждать еще приятные, яркие и воодушевляющие истории. Но если вам сейчас не хватает интересного и воодушевляющего контента, то я приглашаю вас на мой Бусти за порцией эксклюзивных видео по Леди Баг. Как за подписку, так и совершенно бесплатно для всех желающих. Для всех желающих всегда открытый мой телеграм-канал, в котором я наконец-то выложу фоточки своего котика. Вообще ничего больше не важно, там есть котик. Все быстро идите смотреть на котика. Хотя это кошечка, но не суть. Все есть по ссылочке в описании. Котики вас ждут. Благо данный эпизод не наполнен только депрессией. Мадмуазель Баг стала украшением данного эпизода. Суперсила злодейки — это нечто. Как и каламбур имени злодейки, сочетавший имя Джинны и слово регенерация или восстановление. Так мы смогли взглянуть на повзрослевшую Леди Баг, чья прическа напоминает ее главного врага Лайлу. Но как по мне, это больше намек на то, что Лайла далеко не школьница. Или даже не девушка. Об этом чуть позже. А пока мини-суперкотик. Ой, какая лапочка. Вы слышали, как он говорит катаклизм? Послушайте. Ну разве это не милота? По трейлеру я сделал для себя вывод, что это будет кринжом. Но все наоборот. Комбинация мамочки Леди Баг и ребенка суперкота оказалась изюминкой данного эпизода. Причем мини-котик сыграл свою важную роль. В момент, когда Леди Баг реализовывал свой очень и очень рискованный план, вся надежда была на маленькие ручки котика. Буквально несколько выстрелов и Леди Баг в прямом смысле умерла бы от старости. Вся надежда была на мини-котика, и он не облажался. Лайк за мини-котика. И конечно же лайк за камео молодого дедушки Роланда. Его появление в последнем для него эпизоде было очень яркое. Но не так ярко было появление Лайлы в этом эпизоде. И точно могу заявить, вы пропустили маленькую, но очень важную деталь. В конце эпизода в тени появляется наша главная злодейка, в очередной раз записывая что-то в блокнот. Но немногие обратили внимание на ее одежду. Вместо ее традиционной, привычной для нас одежды, мы видим будто бы черную куртку. Нечто необычное, но не в новинку. Пересмотрев внимательно прошлые эпизоды сезона, я наткнулся на эту же одежду уже во втором эпизоде сезона. И на очень и очень похожую куртку в третьем эпизоде, надетую на темнокожего человека. И это отличная монетка в копилку той теории, что Лайла использует силы талисмана мотылька, чтобы менять свою внешность. Я везде, и я нигде. И наверняка это работает по аналогии с силами злодеев из 20-го эпизода. Она просто может принимать внешний вид любого человека, и в какой-то степени я это уже доказывал ранее, когда находил того самого человека, под видом которого маскировалась Лайла. Пока это очередная наводка для моих будущих и ваших нынешних мыслей, которые я обязательно ожидаю в комментариях. А обязательно еще поделитесь впечатлением об этом 19-м эпизоде 6-го сезона Леди Баг и Суперкота «Регенерация». Как будто слова будут лишними, просто хочется нажать F и целую минуту молчать. Прекрасный, душевный и очень кинематографический местами эпизод, что для мультсериала Леди Баг и Суперкот является прям вау. Надеюсь, подобными крутыми, душевными, но менее грустными эпизодами нас порадует автор Miraculous в будущем. Ну а чтобы точно ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь ненадолго. Пока мы живы, до новых встреч!